Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Волкер, и сегодня я вам расскажу об игре, в которой вы можете создать свою цивилизацию или вступить в чужую и пройти всю человеческую историю от каменного века до индустриальной эры. И для этого вам понадобятся игроки. На одном сервере может находиться до 100 игроков, и все эти игроки могут создать свою цивилизацию или же вступить в вашу цивилизацию. Вам доступна абсолютно вся карта мира с разными растениями в зависимости от региона. Также постройками разными в зависимости от геймпасса. Вы сможете выбрать свою роль: учитель, кузнец, архитектор, инженер и так далее. У них у всех разные постройки. Также есть корабли. И вы можете делать свои колонии также. Также вам по мере того, как вы живете, если пойдете к священнику, вам будут давать а, очки жизни, за которые вы сможете покупать технологии того или иного века, что упрощает игру. Также вы можете просмотреть историю сервера, что на нем происходило и когда какие фракции погибли. Также по мере игры может случиться случайный ивент, например, с грозой, который дамажит вас, с завоеванием с ботами. Инфекция великая, вот для этого и нужны доктора. Также вы можете травануться едой и так далее, в общем-то. В этой игре можно умереть от старости, вам всего даровано 100 лет жизни, если повезет, а так обычно все умирают под 95-90, можно и раньше откинуться. Обычно риск высокий с 80 лет в этой игре. Ну и вот, в общем-то. На глобальной карте видно, где какие государства есть. И то есть недавно совсем добавили сюда огнестрельное оружие и машина. Это в индустриальной эре. То есть в этой игре важен каждый игрок. Потому что, как вы видите, есть разные классы. Например, без архитектора невозможно ничего улучшить. Без кузнеца невозможно улучшить здание архитектора, чтобы он мог что-то новое делать и так далее. Тут, кстати, даже есть аркебузы. Вообще игрушка классная, я вам скажу. И, кстати, здесь есть система семьи, в которой по наследству передается буст к той или иной профессии, если вы достигли 50 уровня. То есть вот у вас отец кузнец, он достиг 50 уровня, у вас будет буст к этой профессии. Вот по наследству оно передается, как вы видите. Я вам показал. Также постройки разные, для которых и нужны лайфпоинты, за которые вы можете, кстати, улучшить. Ну как улучшить? Открыть те или иные действия и постройки. Например, у архитектора это делать одежду из кожи, которую выращивают фермеры в свою очередь. Это если у них вкачать за животными бонус. Вернее, загон. То есть вы спавните быков, с них сдираете кожу и все, отдаете архитектору. Также здесь можно торговать, как вы поняли уже. Посевы здесь растут не сразу, а через время. Значит, что здесь вообще важен любой класс. А чтобы получать лайфпоинты, вам нужен священник в команде, и чтобы он поставил алтарь. Одни из самых полезных классов это архитектор, кузнец, потом, как его, священник и учитель. Учитель, потому что вы, когда сидите в любом возрасте в школе, грубо говоря, у вас капает уровень. И за уровень вам, кстати, даются очки работы, за которые вы можете и покупать новые классы одноразово. В игре присутствуют геймпассы на продление возраста жизни, то есть до 120 лет вроде. Потом на культурные паки. Также без культурных паков можно покупать постройки ацтеков, александрийские постройки, египетские и так далее. Ну еще и китайскую стену архитектора можно купить. Вот как вы видите, я траванулся только что тем, что питался овощами сырыми. То есть, чтобы не травиться едой, у вас должен быть повар, который будет и готовить эту всю еду. У повара, кстати, есть прокачка.
такая, то что он может делать свои поля. Да. Кстати, вам за полями постоянно придется следить. Вообще игра довольно хорошая. Тут саундтреки есть классные. И когда вы достигаете 50-летнего возраста или 40-летнего, вы понимаете, то, что скоро сдохнете, и вам нужен, так сказать, наследник. Кстати, вы можете тут продавать свои поля или в аренду сдавать, что позволяет вам сделать свою монополию в своей, так сказать, цивилизации. Кузнец один из самых полезных классов, потому что он может делать всякие инструменты. Ну и вот, как я и говорю, недавно всем классам добавили оружие. Скоро, возможно, выйдет обновление с нашими днями. То есть добавят модерн, так сказать, где появится огнестрел более прокачанный и так далее. Тут даже танки есть в игре уже Первой мировой войны. Ну а на этом все. Надеюсь, вам зашел обзорчик игры, и вы зайдете, поиграете. Я даже, наверное, собираюсь сделать ивент, где моя цивилизация будет драться с цивилизациями подписчиков. Или с другими ютуберами. Поэтому можно на этом закончить ролик. Надеюсь, я вас не сильно напряг. Занял, так сказать. Но игра реально годная. Советую попробовать. Конечно. Надеюсь, вас не поработят. Удачи вам. И до новых встреч в следующем ролике.